Всем здорово, народ, сегодня у нас быстренький обзор на PvP-шного Фрост ДК, посмотрим, что это за персонаж. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, начнем с обзора талантов с билдачка. Давайте сейчас встану вот сюда, и мы на них посмотрим. Если говорить про героические таланты, то это всегда всадник апокалипсиса. Будем просто на коняшке нашей сражаться по КД. У нас есть два заряда, каждый работает 10 секунд. По сути, вы теперь не самый немобильный класс, как всегда был ДКшник, а очень даже мобильный рыцарь смерти, который постоянно просто... Вы кавалерией становитесь, вы тупо на лошади рассекаете по полю боя. Это супер приятно. Я успел прощупать только два билдачка. Первый, когда мы прокачиваем себе талант на руку поганища. Второй, когда мы от нее отказываемся, идем в непреклонную волю, но это все не то. Мне не понравилось, поскольку мы всегда хотим брать себе PvP-шный талант «Ледяные объятия смерти» Death's Cold Embrace. И вот когда мы себе данный талант прокачали, наша способность «Ледяной столб» становится усиленной, она вызывает беспощадность зимы, но мы невероятно медленные. И как играет ДКшник? Вы хотите всегда грипнуть к себе противника, нажать в него, например, ослепляющую наледь, чтобы он постоял под дезориентацией, в это время клацнуть ледяной столб, и вы посмотрите, насколько мы медленно передвигаемся. И чтобы от нас противники не убегали, мы еще клацаем руку поганища, и будем просто их по КД к себе притягивать. Да, вы один и тот же таргет можете притягивать только раз в 4 секунды с помощью данной способности, но тем не менее, куда вам еще чаще грипать к себе противников. Поэтому, ну, такая базовая комбинация, да. Раскручиваете ледяной столб и через руку поганища не даете им просто от себя убежать, не даете им разорвать дистанцию. Про что еще хочется в талантах рассказать? Но мы себе все-таки выкачиваем жертвенный договор, чтобы мы могли дополнительно хилиться, когда вызываем пэта. Просто призвали пэта, он немножко побегал, пожил, там свой дэмэдж выдал, стан прописал по кому-нибудь рандомно, и все, вы его потом съедаете. Дополнительный захил для ДК это всегда неплохо. И чтобы стать еще мобильнее, все-таки можно выкачать себе блуждающего духа. Многие не качают, поскольку у нас и так есть два чаржа для призыва коней, скажем так, когда мы бегаем, да, но все равно, если у вас есть еще и блуждающий дух, это невероятно вас бустит по мувменту, но посмотрите, что вообще происходит. У вас в таком случае есть и конь, который вам позволяет просто вот так вот 10 секунд бегать по полю боя. Вас зарутали, этот конь еще и диспелит руты в момент того, как вы его призываете. 10 секунд бегаете, ну, на маунте просто 10 секунд. Так у вас еще по факту и блуждающий дух в арсенале присутствует, который тоже позволяет вам довольно сильно сменить позиционку, кого-то догнать или наоборот убежать. Вас еще и замедлить нельзя. Ну и в ветке Фроста тоже особо нечего менять. В общем, я вот такой билдачок потестил, он мне понравился, в целом нормально. Если мы говорим про PvP-шные таланты, то ледяные объятия смерти обязательно, уже рассказал. Плюс берем себе удушение, чтобы наша асфиксия, которую мы здесь качали, была не станом, а немотой. Немота пизже в PvP, поскольку вы не можете ее тринкетом сбросить, насколько я знаю. Может, что, конечно, поменялось, но всегда было так, что немота тринкетом не диспелится. И станы есть практически у всех, а вот такая длительная немота на 4 секунды, это уже интереснее. И третий PvP-шный талант берете делирий, чтобы вы замедляли откат обилок на мувмент у противников. В целом, иногда можно взять себе третьим талантом PvP-шным, например, мертвенную стужу, которая понижает скорость цели на 8%. Не скорость передвижения, а стат скорость, ну, то есть характеристику, которую там многие используют, чтобы дамаг себе разогнать. Поэтому тоже это учитывайте и иногда можно брать. По поводу способностей. ДК это вообще забавный класс, конечно. Один из немногих, когда у тебя не забинжена каждая твоя панелька с пылов. Я давно такого уже не щупал, не играл. Я даже себе просто половину кнопок не забиндил. Их тупо нет. И хоть я уже проговорил, но давайте еще раз. Бурстовая ротация. Как это все работает? Вы либо на ноге, на маунте добегаете до противников, до 2, до 3. Вообще, когда вы регаете, вы хотите, конечно, прям в кучу врагов зайти. Ну вот если это солока, да, всех стянуть, потратить, допустим, хватку смерти раз, допустим, даже потратить хватку смерти 2, закинуть во всех сначала ослепляющую наледь. Вы закинули, они стоят в дезориентации. Пока они в дезориентации, вы уже прожимаете ледяной столб и хватку, чтобы они не убегали. Все, вы клацаете вот эту вот суету, хватку, они начинают все гнить. Также вы разгоняете себя усиленным руническим оружием, чтобы у вас просто хоста повысилась, регенерация рун и сил рун была. И при этом еще можете туда ярость ледяного змея закинуть, чтобы заморозить таргеты ваши. И у вас призываются ваши союзники, ваши всадники апокалипсиса. Они бьют противника, вы бьете противника. И, по сути, прожимаете все свои кнопки, что у вас есть. Можно под ноги положить один раз смерть и разложение, потратить 1 ГКД. Урона не сильно много, но все-таки дополнительно будет, это уже неплохо. Когда заканчивается бесконечная зима с ледяного столпа, который с талантом прокачанный, да, вот этот, мы потом клацаем сами свою беспощадную зиму, которая не имеет кулдаун.
И все тут довольно просто. Нажали беспощадную зиму, потратили все свои руны на уничтожение. Если прокнул воющий ветер, нажимаете его. Если руны на кулдауне, начинаете дамажить ледяным ударом, потому что ледяной удар кэдэшит вам руны. И когда бурсты заканчиваются, вы просто играете от ваших проков, и все. Вам постоянно будет прокать уничтожение критовое. Критовое уничтожение после себя всегда еще полосу такую ледяную вперед посылает. Вот я ударил, видите, у меня появилась ледяная полоса, которая дамажит всех противников перед вами. Поэтому, когда кастуете уничтожение под проком, лицом повернитесь туда, куда хотите, чтобы ваша волна пошла. Или наоборот, туда, куда вы не хотите, чтобы ваша волна пошла, если это того требует ситуация. И хоть вурдалак наш особо дамажа не наносит, мы можем его в любой момент взорвать. У меня, например, удобно себе сделал, что вот на кнопку я его призываю, а если через альт, альтернативное применение, я его съедаю. Когда вы съедаете вурдалак, он взрывается, наносит дэмэдж и хилит вам. Ну, кстати, неплохо так КПшки, он хилит в моменте. Но в любом случае это доп за хил. Как еще мы можем хилиться? Ну, очевидно, мы хилимся через удар смерти, но он слишком много нам не дает выживаемости. Только когда вам резко нанесли большой дэмэдж, тогда удар смерти будет хилить неплохо. А в среднем просто вы, конечно, лучше силу рун тратите на ледяной удар. Именно поэтому у нас еще есть вариант взять себе расой Дренея, чтобы у нас была активка, дар на ару, которая хилит нам за 5 секунд 20% хп, просто пассивно. И есть еще один способ захилить себе лицо, довольно неплохо на самом-то деле, и для этого не обязательно быть рядом с противником. Вы нажимаете перерождение и начинаете сами в себя кастовать ваши кайлы, лики смерти. Вот я перед перерождением начинаю в себя кастовать. И эти кайлы будут меня очень неплохо хилить. Незыблемость льда, которая не позволяет нас застанить и которая понижает по нам дэмэдж, можно ее прожать, будучи уже под станом. То есть вас застанили, и вы можете задиспелить стан, нажав незыбку. Это приятно. Ну и не забывайте пользоваться вашим антимагическим панцирем. Он не только поглощает магический дэмэдж, но и не дает на вас негативные магические эффекты накинуть. Поэтому вы можете доджить там циклоны, станы паладиновские, например. Ну, в общем, полиморф и все вот это дерьмо. Магическое вы антимагическим панцирем, соответственно, поглощаете. 7 секунд он на вас висит, это дохрена на самом-то деле времени, поэтому используем. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует, также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании, приглашаю на свой бусти, но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. По поводу оружия, которое мы носим. Можно играть с одноручками, можно с двуручками. Тут в чем разница? Если вы планируете и вообще допускаете, что вы будете играть на анхолике, либо параллельно, либо там попозже, то покупайте себе двуручку. Но если хотите прям максимизировать дэмэдж от фроста, именно во фрост ДК, во фрост спеке, тогда покупайте себе одноручки. Это все ради наличия рун. Если у вас две одноручки, то вы первую одноручку чарите на руну режущего льда, вторую одноручку чарите руной павшего рыцаря. Вот, руну Fallen Crusader. Это на одноручке. На правую руку, на оружие в правой руке руну режущего льда, и на оружие в левой руке руну павшего рыцаря. Если вы играете с двуручкой, просто руну павшего рыцаря себе чарите, и все. В этом и вся соль. Поэтому, конечно, да, для фроста в идеале две одноручки иметь, но если не хотите сильно париться и хотите играть еще на анхолике, то берите двуручку и туда накидывайте Fallen Crusader. По поводу статов самое важное для вас это искусность, потом универсальность, потом скорость и потом крит. То есть в идеале, конечно, все шмотки на искусность себе собрать. Поэтому вы просто получаете себе 4 предмета из классового комплекта. Это вот голова, наплечники, грудь и руки. Все остальное вы покупаете просто за завоевание, либо кровавые жетоны, либо крафтите себе вот шею 2 кольца, но там по классике. Если у вас много гнезд для гемов присутствует, туда себе засовываете гемы на искусность и универсальность. Там 150 искусности, 50 универсальности. На этом видос завершаю. Всем прогрессив PvP, всем удачи, всем пока.